Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас на Казанском вокзале города Москвы. Сегодня посмотрим с вами двухэтажный поезд. И многие из вас сразу напишут: о, Баян, я на таких катаюсь с 2013 года. Все правильно. Но есть несколько причин, почему мы решили его поснимать. Во-первых, мы его ни разу не снимали. А двухэтажный поезд, по мнению многих, в том числе тех, кто на нем ездит, это лучший формат. Это лучший формат поезда в России прямо сейчас по соотношению цена-качество. Второй важный момент – это то, что в этом поезде нет плацкарта. Да, такие поезда в России тоже есть. А третий важный момент – в нашем поезде, в двухэтажном, есть СВ. Мы купили билеты в СВ и в купе. Сегодня прокатимся и там, и там. Что к чему? GoPro пишет, чемодан с нами, обзор. Поехали. Досмотр. Для меня загадка, почему люди до сих пор ездят с такими сумками? Ну, чемоданы сейчас стоят 1000 рублей можно купить. Ну, там, за 2 какой-нибудь Xiaomi, ну, 2000 рублей, уж подъемные деньги. Люди до сих пор таскают какие-то баулы огромные. Слушай, народу много. Нам сюда, поезда дальнего следования. Хо-хо-хо, вот это нормально. Вот надо было этих ребят позвать тестировать капсульный плацкарт. Так, путь номер 2. Москва-Ижевск, поезд номер 26. Итак, ребятушки, перед нами вот он, да вот этот вот, не вот этот, Кирилл, вот этот вот. Поезд номер 26, Москва-Ижевск, называется Италмас. Что еще за Италмас? Открываем Википедию, и там написано: удмуртское женское имя, село в Завьяловском районе Удмуртии, ансамбль песни и танца Удмуртской республики, а также радиола сетевая, выпускалась с 1964 года на Сарапульском радиозаводе. Торговый центр есть такой в Ижевске, называется Италмас, но наш Италмас – это удмуртское название купальницы европейской, такой широко распространенный на Урале цветок и один из символов Удмуртской республики, собственно, Ижевска. Это наш поезд Италмас. Первый двухэтажный поезд появился в России в 1905 году. Такие двухэтажные вагоны использовались для переселения людей на Дальний Восток. Первый этаж такого поезда при этом использовался для перевозки скота. Современные двухэтажные вагоны ходят в России с 2013 года. Первый такой поезд отправился 1 ноября 2013 года по маршруту Москва-Адлер, как раз отсюда, кстати, с Казанского вокзала. Концепция этих поездов, кстати, она очень важная и интересная, заключалась в чем? Чтобы полностью заменить плацкарты, чтобы плацкарта в России как устаревшего формата не было вообще, и были вот такие недорогие двухэтажные, только купейные и только СВ-ные поезда. Но тем не менее купе... Классный пиджак. Но, тем не менее, многим купе все-таки не нравится. Если вы едете один, а с вами какие-то незнакомые люди, кто-то храпит, у кого-то там воняют носки, кто-то любит поговорить, кто-то там курочку какую-то ест, а вы хотите просто отдохнуть. Поэтому в России прямо сейчас все-таки разрабатываются концепты индивидуального плацкарта, чтобы вы сели и там вот один, дальше поехали, и, так сказать, никто вам не мешал, никто вам в ухо не храпел. Еще один интересный момент. Когда мы покупали билеты на этот поезд, оказывается... Блин, сколько людей, обалдеть. У нас 10-й вагон, вот этот следующий. Так вот, когда мы покупали билеты на... Осторожно. На этот поезд, выяснилось, что прежде всего все раскупают нижние места, причем в вагоне СВ и в вагоне купе. Почему? Интересно. Кирилл, ну дай людям пройти. Люди едут в Самару, а ты им мешаешь. А вот пришел Денис. А Денис поедет с нами. Воронеж. Ты ездил на таком поезде? Нет, я ехал на двухэтажном и сидячем. Точно. Кстати, вот еще важная информация. Есть еще сидячие поезда. Москва-Воронеж, дневной поезд, там есть сидячий вагон. Но купе и СВ там тоже есть. Ты хоть раз спал в купе, в смысле в поезде ночью? Ну, я ехал один раз в ночном плацкарте, но я не смог спать и сидел. Ты ни разу не спал в купе? Ребятки, интересный опыт. Здравствуйте. Здрасте. А вы тоже, что ли, снимаете? Обзор снимаете? Это же классно. Да, а вы в Ижевск? Давайте мы вас пропустим. Вы с Одессы? Как там Одесса поживает? 100 лет там не были. Ну, Одесса это государство отдельно. Серьезно? Как Москва? Ну, кто, как говорит этот, говорит по-одесски, кто виноват, что вокруг Одессы Украину построили. Ладно, увидимся. Смотри, какая музыка классно играет. Вот это круто. В американском поезде такого не было. По-моему, уютненько. Пацаны, располагайтесь. Вот наше купе. У нас, повторюсь, два варианта, купе и СВ. В СВ сходим посмотрим. Первым делом мы зашли. Это рекламная пауза. Войдем, вот чемодан, прям высота почти максимальная. Еще немножко, уже не поместится. Поэтому большой баул, тут просто класть некуда. Так, ну, разденемся. Обратил внимание, полок-то наверху нет, как в плацкарте, в обычном в купе. Тут же обычно наверху полки. Если у кого-то с нижней полки 2 чемодана, и тут 2 чемодана, убрать просто некуда. Вы блогеры, что ли, или что? Да типа того. Типа того? А, ну все, окей. Типа того, да.
Че? No camera, no camera. Да шутка, вы понимаете, нет? Или вы А что, уже надо пить? Я спрашиваю просто, то есть. Да мы что еще не поехали даже. Я спрашиваю просто, Спрашиваю. Да, Спрашиваю. да. Не, Ну, ладно, мы Ну, трезвенькие. понятно делать, понятно. Ясен пень. На камеру есть секрет. Нет, в принципе, в принципе. А, ну вот в чем прикол первого этажа. Здесь можно стоять. Я понял, да. Я помню, когда мы ехали тогда на втором этаже окно ниже. Там вот так нужно стоять. А здесь прям можно. Вот. То же самое, да? Слушай, тут тоже полки нет наверху. И на первом этаже полки нет. Раз, два, 3 туалета. Вот это классно. Дим, это какая-то фича или он сломан? Знаешь, я просто реально не знаю. А что, тебя это тревожит как-то? Ну да, я вот так и делаю. Не знаю. Так лучше? Да. Зато теперь не гремит. Это открывалка. Видишь? А, ты про это говорил. Ну вот видишь, во всех поездах она есть, открывалка. Не починилась. Не почему. Не починилась. Сколько вода стоит на вокзале? 80 рублей. 80 рублей бутылка. Орешки почем? 380. 3-4 сотни орехи. Вот это вот пакет, насыпанный руками просто вот так. Орешки и водичка, полбилета на купе Москва-Ижевск. А уже поехали? О, ура, классно. Все? Вы до Ижевска? Типа того. Да, молодцы. Вы тоже? Я до Казани, я был в Ижевске, хороший город, но Казань поинтереснее был. Если объективно брать. Ладно, посмотрим. Но Ижевск я был, я там жил, хороший город. Да? Я люблю Ижевск, да. Хорошо, хорошо. Два главных момента для тех, кто не ездил в двухэтажных поездах. Если вы берете на второй этаж, верхняя полка, все застелено, подушечка аккуратно лежит, полотенчик, одеялко, все прям идеально. Красота, чистота, вот респект. Но если вы берете на верхнюю полку и договоритесь с соседями, что окно всегда открыто, но вдруг так, днем, допустим, сверху ничего не видно, вот лежите наверху, как раньше, знаете, в плацкарте любят, и смотрите просто в потолок. Окно внизу. И если вы хотите выйти, если у вас вдруг соседи какие-то разговорчивые, общительные, то вот смотреть будете вот так вот. Окно ниже. На первом этаже можно стоять и смотреть. Так, осторожно. Проводница идет. Шухер, заходи сюда, проводница. 3 туалета расположены в конце, на межэтаже. Мусорные ящики напротив туалетов. Угу. Курение в вагонах запрещено, распитие тоже. Вагон-ресторан находится между 7 и 6 вагоном. Кто Мгм. хочет, добро пожаловать. Начальник поезд в 6 вагоне. Постельку все свою нашли. Так точно. Хорошо. Тапочки, кто желает приобрести? А сколько стоит? 90. Не кисло, пожалуй, мы в носочках походим. Есть гречка, омлет и сырники. Выбирай, прямо сейчас. Гречка. Одну гречку. Ты сырники или омлет? Сырники, гречку и открыточку купим. Спасибо большое. Вот это я понимаю. Вот вежливость, четкость, цены. Муа. Так, 3 туалета. Классно. Причем они расположены, как нам проводница сказала, на межэтажье. Вот уже само открывается. Между этажей. Даже если вы взяли место у туалета, а туалет от вас отделяет лестница. И даже если тут кто-то как бы пошел ночью в туалет, вот там вот не слышно. Туалет, ну, не новый, но чистый. Как бы все аккуратненько, чистенько. Вот, это туалет. Вообще претензий к туалету никаких абсолютно. И вообще тихо, ничего не гремит. Это прям удивительно. Да, вот мы едем уже, наверное, минут 40. Очень тихо. Здравствуйте. После вас. Нет, я вот сюда, пожалуйста. Большое спасибо. Мы идем в 7-й вагон, в сторону ресторана. Вот сюда, пожалуйста. Огромное спасибо. Да, почувствуйте разницу. Американский поезд и русский поезд. Будьте любезны, пожалуйста. И в американском куда пошел? Куда собрался? Ну, есть разница. Хо-хо-хо-хо-хо. Вижу дорогие красные занавески. Мы в вагоне СВ. Туалет. Давайте начнем с туалета. Самое интересное. Туалет ровно такой же. Какая туалетная бумага? Это же Зева. Делюкс. Мы хотим заселиться в свой вагон. Я еду с вами. Здравствуйте. А за- Я там ребятам помогал с чемоданом. Мы сели. Все в порядке. Ага. У нас стоимость билета входит питание. Пройдите, я вам... У нас вот все, что на столе, это тоже стоимость билета входит. Это я уже могу вот это съесть все? Да. Ничего себе. И что будете заказывать на ужин?
А что можно? Стоимость билета входит там на выбор. Или мясная закуска, или рыбная. Рыбная. Рыба запеченная с картофелем, Ага. или строганный без индейки. с Рыбу, если картофелем. можно. И еще плюс 2 напитка. Вода с газом, без газа, сок яблочный, томатный, апельсиновый. Водичку, без газа. Без газа одну? Да, да, И да, вот, одну. И вот это вот у вас ключи для туалетных кабин и для дверей. Серьезно, в туалет по карточке? Спасибо большое, спасибо. А что хочется сказать? Достойно. Мы выкупили все купе со скидкой около 30%. Так, 4 канала. Первый канал — это у нас ничего. Второй канал — это какое-то старое советское кино. Третий канал — это какое-то вот это вот непонятно что. Четвертое — детский канал. Таким образом, делаем вывод, какой смотреть нечего. Значит так, нажимается сюда, пускаем, все, тут уже все готово. Ну, полочка узкая. Хотелось бы все-таки чуть побольше, но такая узенькая немножко полка. Есть тапки, есть зубная щетка, такая дешманская довольно, но тем не менее она есть. Зубная паста, это что такое? Мыло какое-то. Раз. И, слушай, они сделали нормальные полки. Раньше так громко брякало, сейчас смотри. Ой, как мягенько. Раз, два. Классно. Застелим одеяло. И это должно подниматься. Да. О, вот такое. Можно свой чемодан туда убрать. Раз, мягонько закрываем. Главное, чтобы ночью не сработало. Это катапульта, чтобы меня не вынесло куда-нибудь. 60 км в час. Вот, конечно, не густо. Еще, наверное, разгонимся. Едем пока по Подмосковью, но тихо. Я так не против, если он будет ехать 60, потому что он и так кочегарит до Ижевска 17 часов. Лучше ехать 60, раз уж на поезде поехал, ну один фиг. Ехать комфортно, спать хорошо. Ребятушка, зачет. Че, к Денису сходим? Или ну его нафиг. Тут хорошо. Опа. Нормально, действует. Простите, а это душ тут что ли или что это? Серьезно? Не-не-не-не-не. А сколько стоит душ? Если вы едете в Москве, Да. Ух ты, круто. Душ бесплатно. Да это ж офигенно. Я пойду помоюсь. Простите, а какой это вагон? 10-й? Это же наш вагон. А можно вам вопрос задать? Почему вы поехали на поезде? Вы же не на пенсии. не, ну мне нравится. Серьезно? Я боюсь. А вот то, что с вами там люди едут, дядьки, вам не нормально? Не дядьки? А, ну ладно. Все, приятного аппетита. Смотри, какой типок сидит. Так, Денис, что, жарко? Девушке стало жарко, реально. Мы перевернулись обратно в купе, а час спустя стало прям жарко. Сейчас пойдем спросим. Да, хорошо бы. Прям чай горячий не попить, знаете ли. Ну-ка, пойдем. Здрасте. А можно спросить, почему на втором этаже жарче, чем на первом? Да, Не, у нас на втором прям душно. У вас? Да. Вот следующий у нас там коллега сидит, он прям жарко, а на первом этаже нормально. Да нет, все в автоматическом режиме, и Да? первый, второй этаж работает. Так что все в автомате пойдет. А много народу едет? Почти. Полный? Почти. Нифига себе. А? В 10-м? Да? Спасибо. А можно вам, раз уж вы не боитесь сниматься, как некоторые ваши коллеги, а можно вам пару вопросов? А сколько вам лет? 26. И вы проводник в поезде? Давно? 4 года? То есть 4 года вы работаете, вас ничего не напрягает, и вы как некоторые... Это офигенно. А дальше рост какой-то возможен у проводника? Начальника поезда? А вы хотели бы? Ну, я учусь. Серьезно? Да. Высшее образование. Люди нормальные сейчас ездят в поездах? Нормально. Сейчас в пандемию в основном ездят люди, которые на работу. На работу едут? Да, в основном то, что они на работу надо. Из-за этого. То есть не путешествуют на поезде? Путешествий сейчас меньше. Меньше? Да. Ладно. А вы родом откуда, если не секрет? Откуда? С Пензы? С Пензы? А вы ночуете, когда приезжаете где вы, база Живем, ваша? стоим, да. И в поезде В находитесь? Ижевске, да, в поезде находимся. А вы сейчас в Москве живете? Нет, нет. В Пензе? Нет. А как вы оказались на поезде Мы Москва-Ижевск? ездим в разные направления. А, вот так через это? Москву, за Кольцовку. За Кольцовку через Москву? И весь день вы в поезде находитесь, получается? Да, мы постоянно контролируем, и уборку Ага. производим, и все это контролируем. А как вас зовут, если не секрет? Рамиль. Как? Рамиль. Рамиль? Да. Очень приятно. Спасибо вам.
какой-то обзор делать на... Да, Обзор на поезд. Да? типа того. А. Как, нравится? Соу-соу. Соу-соу, а почему не на самолете? Неужели на поезде тащить? Это, ну, это очень... The long story, это очень долгая история. Короче, я просто, у меня осталось там, знаешь, там что-то 5000 человек. Да короче, дешевле уж на самолете стоит, нет? У меня я с багажом. А. Да, и без багажа бы я на самолете летел без проблем, понимаешь? Вот, короче, Стамбул, у меня же есть мили до Казани, короче, мне пришлось из Стамбула лететь в Москву сначала, потом из Понятно. Москвы. Хоть жопа, да, не буду вас написать. Да ладно. Это, да. Тапочки купили по 90 рублей. 150 или по 90. Ну хорошо живете, а на тапочки деньги остались. Да. О, отлично. Слушай, можно проводника вызвать даже из тамбура. Офигенно. Причем 2 раза вызвать. Если тут вдруг застрял. Температура. О, 24 стало, было 21. Что я говорил? Пожарче стало. Да, вроде наш. О, вау. Вечер добрый. Вот коллеге хотел чайку попросить, если можно. Так, коллега, Коллега все убирает. коллегу Так. пускай убирает, лицо мое не показывает. Так точно. Пускай снимайте, что хотите, да? Хорошо, как Хорошо? скажете. Вау. Вау. Прям рыба. Ну, то есть не какая-нибудь там крабовые палочки, знаете ли. Это горячее. Лосось вон с картофаном. Это подстаканник. Смотри, какие матовые сейчас стали черные. Так, пойдем. Ты чай не допил. Ты продукт переводишь, смотри. А у тебя какой оператор? Теле2. Ну-ка посмотри, какой у тебя сигнал. Никакого. Нет сигнала. Вот, знаешь, годы, ребятушки, идут, а сигнала в пути как не было, так и нет. О, да тут прям, ё-моё, смотри. Тут есть бар, а есть нифига себе. Здравствуйте. Блогеры. Так, барчик такой. Так, тут даже лифт есть, вон, смотри. Простите, может спросить, а у вас-то лифт с кухни поднимает наверх? Офигенно. Человека поднимет? Да, до 60 килограмм. Классно. 60 килограммов поднимет. Кирилла можно толкать. Да. Салат греческий 380. Цезарь 450. Ладно, пойдем. Опа. Что ты? Тихо. Добрый вечер, начальник поезда. Что происходит здесь? Здравствуйте. А мы едем в Ижевск. А? Ну, если нас вот не загребут. А вы что на поезде едете, если не секрет? Домой, в Казань. Ну, в смысле, почему на поезде? Почему нам быстрее? Потому что... Как быстрее? На самолете же быстрее Москва-Казань. Нет, потому что оттуда выходишь из дома, да? Так. В 9 утра, допустим. И оказываешься дома в Казани в 6-7 вечера. На самолете есть? Да. Ну, потому что там задержки, рейсы, там все такое. Из аэропорта ехать Да, еще. до аэропорта добраться, оттуда Так. потом от аэропорта добраться. А просто ночью в поезде переспал и все. Так, а если не выспитесь? Если кто-нибудь храпит? Или какой-нибудь там буйный попадется? Ну, а в самолете тоже могут попасться Ну, какие-то. там-то час, а тут всю ночь. Ну, да. Согласен. Все равно на поезде поедете? Да. Ладно, спасибо большое. Удачи. Че, пора спать? Да. Давай. Думаю, да. Это что, 8:30? 8:30 это в поезде приравнивается к 10:30. Всегда. Двери туговаты. Так. Ребятушки, прием. Хочется сделать несколько путевых заметок. Ну, типа 80 км в час, до этого как будто ехали быстрее. Что хочется отметить? Во-первых, все стоит идеально статично. Это прям редкость, чтобы ничего в купе не дребезжало. Это редкость. Мне, честно говоря, первый раз такое. Дребезжит только вот этот товарищ. Диверсия. Вот перед тем, как лечь спать, нужно все проверить. Делаем вот так. Готово. Проблема решена. Даже плечики не дребезжат. Это уж совсем фантастика какая-то. Так, ребятушки,
небольшая интересная информация. Улегся. Одеялко приятно, чистенько, красиво, классно. А на СВ еще 2 подушечки дают на человека. Это вообще красота. Можно 2 положить, но подушки классные. Значит, времени 22:59. Когда подъезжали к городу Муром, то есть до Мурома 5 часов ехали. Офигеть, это расстояние вот такое. Поезд ехал где-то в 80. Так мягонько шел, так хорошо. Вот прям ложись и засыпай. Проехали город Муром. Скорость 112. Вот 112 км/ч. И началось. Там трещит, тут бринчит. Вешалки, вот видите, вешалка вот там. Я их снял. Вот оттуда. Вон бежат. Надо прижать подушечками, потому что дребезжат. Если одежда не висит, а у меня столько одежды нет, а вешало 4, надо снимать, потому что дребезжат. Что-то вот еще там где-то сверху. А, это вон ремень. Понятно. Нашел. Где-то что-то постоянно надо смотреть. Некоторые, конечно, вот дядька с соседнего купе просто лег и храпит. Сейчас стояли на станции прям вот оттуда. А вот прикиньте, вот бы он здесь ехал, да? Это же место продается, если второй не выкупать. И лежал бы, храпел. Ну и вот тебе сюрприз всю ночь за 7000 рублей. Будьте любезны. Кто чувствительно спит? Поезда, ребятушки, это имейте в виду. Дело такое тонкое. Нужно все настроить. Бутылки бутылки убрал. Прижал носками. Чтобы помягче было. Чтобы друг об друга не бренькали. Такие вот лайфхаки. Что сказать, спалось на самом деле хорошо. Вот даже программа уверена, что я поспал на 99%. Это прям редко такое бывает, 99% качества сна. Полка вот могла бы быть, наверное, вот настолько пошире, вот прям вот чуть-чуть, и было бы во. Чайку попить и бойцов проверить. Круто. Обычно зайдешь в туалет в плацкарте, да и даже в некоторых купе после ночи, и там такое. А здесь в СВ, смотрите, контроль чистоты каждый час. Вот еще прикольно, смотрите. Регулятор громкости. Знаете, что это такое? Сейчас. Жвачка. Вроде бы и не сильно светит, но ночью лупил прям в глаза. А вот вешалки. Видите? Цок, 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 цок. Всю ночь. Поэтому надо снимать. И сюда вот кладете, подушечкой прижимаете и вот так вот. Так, это что у нас уже? Где это мы едем? Город Можга. Оператор. Оператор. Денис, это что такое? Завтрак? Да. Вам уже принесли? Нам Чё принесли, принесли? разбудили в 7:30. Да ладно. Да. Ну что, как поспали, пацаны? Как в поезде. Холодно было. Сначала Холодно? было жарко, да, когда мы сидели. А потом всю ночь было холодно. Но нет чучух-чучух на 2-м этаже. Чучух-чучух нет? Ну да, мы просто едем вот, как в электричке. То есть мягонько. Ну да. Кирилл, что скажешь? Скажу, что это... Ты как в этом, в бункере тут лежишь. Потянуться захочешь, встать. Не помню, в обычном вагоне Такого можно нет. сидеть, по-моему, можно? Нет, на 2-м этаже. Ну, более-менее, да. Тут не посидишь, да? Тебе завтрак принесли, ты видел? Ну это что такое? О! Вот Приличные такое. сырнички на вид. Здравствуйте. Добрый. 864. Опа! О, сбой, давай карту. Не читается. Скажите, а вы давно в поездах ездите? Да. Вот я тоже езжу лет 15, как связи не было нифига, так и нет нигде. Ну только в крупных городах. Вот. Но люди-то едут в лесу.
Люди-то вообще, вот я сижу, хочу куда-нибудь позвонить. Вот, 0 сигнала. Я к вам принесу денежку. Спасибо большое. Вот даже заплатить нельзя. Не то, чтобы позвонить кому-то или написать. Во, нифига, сигнала нет. Хорошо, хоть авансом продают. Вот за чайком заходил, Кирилл заходил, ставит, потом заплатил. Как в американских салонах. Я потом заплачу. Я пошел. Кирилл, давай. Головой не стукайся. Вот дверь тугая. Доброе утро. Я готов. Можно нести. Так точно. Доброе. Ага. Вау. Спасибо большое. Пожалуйста, приятно. Кашка, да? Кашка, Классно. Спасибо. нарезочка, сопли. Большое спасибо. Вам спасибо. Приятного аппетита. О, класс. У вас будет по карте оплата, да? Там 50 рублей, по-моему. Я к вам подойду. А вы Да. сами? Я просто по станции, потом, когда станция будет, вот огрыз, там это связь как бы. Когда связь будет. Да, Ладно, это приятного да. аппетита. Большое спасибо. Выглядит очень достойно. Смотрите, кашка, нарезочка, медик даже есть, орешки, сыр, чай, вот пакетик, вот солнце стоит, сок и шоколад. Супер! Ребятки, 11:36, ровно минута до прибытия, и вот он, перрон. Вот точность наших поездов, это прям после вас. Смотри, вон, идеально. Ижевск. Первый раз в Ижевске. Денис, выходим, одеваемся. Огромное спасибо. Хорошего дня. Теперь самое интересное – это цены. Но перед тем, как скажем о ценах, Денис, иди сюда. Два момента, которые нам не понравились. Первое – это хотелось бы чуть шире полочку нижнюю, вот, ну и верхнюю тоже. Вот прямо 3 сантиметра давай, 3 сантиметра. А второе – это нет связи. Годы идут, а связи все нет. То есть невозможно ни написать. На 5 минут в лучшем случае. И Да. всё, на остановке. И бедные проводницы ходят постоянно, ждут связи на своих терминалах. Это издевательство над людьми, я считаю. Почему нет связи до сих пор, спустя там долгие годы, это прям проблема. И Wi-Fi тоже нет. Все остальное за эти деньги, вот честно, один из самых наших скучных обзоров, потому что просто не придраться. Работа проводников, чистота, формат, вот так вот ночь прокатиться. Вот теперь цены. Значит так, 3300 рублей верхняя полка, 5300 рублей нижняя полка купе и 7300 рублей одно место в СВ. Два места 10300 с копейками. То есть 30% скидка на выкуп второго места. Если вы купаете все купе и едете семьей, офигенно. И двухэтажный состав, очень тихо, комфортно. Спасибо большое РЖД, что такие штуки за адекватные деньги все-таки есть. Так, ну слушай, тепло. А говорили, будет холодно в Ижевске. Ребятки, спасибо, что посмотрели. Напишите, что вы думаете о поездах, путешествуете ли на поездах. Удивительно, но было очень много молодежи в поезде. Полвагона это была молодежь 16, 18, там, 19, 20 лет. Двухэтажный поезд РЖД, немножечко баян, 9, 8 лет мы никак не могли снять этот обзор, но наконец-то сняли. Ждем ваши комментарии. Здесь стопе. Увидимся. Пока.